Всем привет! Привет всем! Это опять мы. Вот, Возвращаемся к вам. Боже мой, у меня так сердце радуется тому, что наконец-то наступает весна. У нас в Вильнюсе, в Литве, это прям очень сильно ощущается после заморозков. И я вот сейчас, вчера особенно, когда гуляла, знаешь, по трубам с домов стекает вот эта вода талая. И это такое прекрасное ощущение, ты еще слышишь, как капли а, стукается лед, птицы начали петь уже по-весеннему, не так, как они зимой. Они зимой все-таки как-то они по-другому поют. И все потихонечку чувствуется. Я вот теперь просыпаюсь, и мне такой тян. Ну что, может быть, какую-нибудь йогу сделаем, или еще что-то мы с тобой сделаем. Такая энергия пошла. Правда, я еще не дошла до этой стадии, но я прям чувствую, пошла какая-то другая энергия из меня. А так я вообще чувствую пространство, как ты знаешь, что ну, для меня это прям сейчас такие кайфую, что-то наслаждаюсь. пробуждение. Весна — это же пробуждение. Да, да, именно так. Это именно так оно ощущается. И не только через природу, вот, а в этот раз я как-то прям проживаю это через свою энергию, через свое тело. И я прям чувствую, даже в моем сознании это происходит. Пробуждение, выход на какое-то новое такое ощущение. И вообще понимание себя и видение мира. Классно, классно. Ты рассказываешь про это, я прям вот вижу эту картину, как тают льдинки, слышу, как капает. У нас-то в Хьюстоне здесь тепло. У нас самое холодно было в этом году, м, по-нашему где-то 44 градуса. Не знаю, сколько это, наверное, градусов 6-7. Ну это просто. Да, и снега не было еще в этом году. Я на самом деле уже несколько лет не видела снег, потому что я переехала сюда, и мне нравится очень. Но и в этом году первый раз я заметила, что я скучаю по зиме, что думаю, ну, что-то вот хочется одеться, хочется снег потрогать. Кстати, интересно, что ты это сказала, потому что я в этом году за несколько лет первый раз прочувствовала зиму, потому что я какое-то время жила за границей, и то там не было снега, ну, как здесь, в Литве, то ну, в принципе не было зимы. И вот в этот раз я прям прочувствовала, прожила, и это было, конечно, с одной стороны, прекрасно вернуться в это ощущение, потому что, знаешь, когда особенно солнечные дни приходишь, и вот эта красота, где переливаются солнечные лучи на снегу, на покровах снега, это просто божественно. Или когда снежинки начинают очень heavy падать с небес, и они прям как танцуют. И я прям стояла столько раз, утопала в этом процессе, это просто божественно. А в какой-то момент у нас было так холодно, что снег начал замерзать, как такие маленькие иголочки. Это вот прям как на севере. Я в жизни здесь такого не видела вообще. То есть для меня это был какой-то абсолютно новый опыт. И тоже пространство, оно изменилось, энергия пространства изменилась, оно стало такой твердый. Это было прям, ну, как бы с точки зрения энергии достаточно тяжело подходить. А вот когда снежинки падают, они еще такие, знаешь, хлопья, я прям прочувствовала, что тогда энергия такая танцующая и очень классно. Ты А ты, ощущаешь такая легкость. а ты сейчас рассказываешь, и я вспоминаю, когда я была маленькой, я не помню, сколько мне лет было. Я помню, мы были на улице, и было что-то такое волшебное. Вот такие вот падали снежинки. Ну, по крайней мере, они казались такими, знаешь. Может быть, я совсем маленькая была. Мне не кажется, что я была совсем маленькой. Наверное, лет 7-8. Но я помню, что вот снежинки вот такими казались. И мы бегали, пытались их поймать. И когда мы их ловили, как только ловили, они сразу таяли. Такая, что происходит? Потом находили какие-то варианты поймать снежинку, чтобы она не таяла. И вот тогда придумали, о, на бумажку, давай на бумажку. Вот бегали с бумажкой, ловили снежинки.
Ой, все Мы, тело кстати, такого покрылось. не делали, но это прикольно. Мгм. Да, потому что их когда ловишь, ну ты же знаешь, что тепло, оно сразу тает. И вот мы искали, куда она может приземлиться, чтобы ее можно было рассмотреть в деталях. Они же очень красивые, там же такие детали. И мне все время казалось, думаю, неужто Дед Мороз сидит там, рисует каждую, и потом отправляет? Это очень прикольно. Да, Я представляешь? я не помню у себя таких мыслей, но это очень круто. Это, Ой, кстати, вот я вспомнила тоже вот о красоте в природе, да, как насколько все уникально, у каждого свой рисунок, и мы этим восхищаемся, удивляемся, как это создается, а в человеческой форме мы почему-то этого не делаем. Это возвращаясь к разговору на прошлой неделе. Почему-то мне так сейчас соединилось. да, да, я еще хочу вернуться на секунду. Я просто помню, как у меня интересно мозги работали, когда я была маленькая. Когда я ловила эти снежинки, мне все время казалось, а как вот из снежинок становится вот такой снег? Потому что на снег смотришь, там же не снежинки. Ну, как все происходило? Потом у меня была интересная, смешная такая теория, когда я была маленькая. Я не знаю, вам говорили или нет в школе, когда давали новую информацию, говорят, ну хорошо, теперь сложите эту информацию на полочку у себя в мозгах и дальше двигаемся. Потом, если вам нужно, вы можете пойти и взять с полочки. И вот я всегда представляла, что мои мозги — это большая такая библиотека, как в Белл в фильме в Beauty and the Beast, что там Мгм. огромная такая библиотека, и ходит такой маленький человечек в голове, и у него такие большие лестницы высокие, и когда он ходит, знает, когда нужно что-то вспомнить, вот этот человечек бежит, знает, на какой полке поднимается, достает, закладывает эту информацию, чтобы мы вспомнили. Вот у меня прям я когда маленькая была, вот сейчас вспоминаю, у меня визуально очень много чего происходило. Я прям, когда люди говорили, я прям реально представляла, что так оно и есть. Положите на полочку. Ну вот, там человечек бегает, такой малюсенький, и раскладывает. А потом я еще думала, а как он помнит, на какой полке это лежит? Да, как бы, как он знает, куда бежать. Вот, так что, так интересно. Интересно. Да. У детишек, конечно, в этом плане у них imagination просто ее невозможно остановить никак. То есть она настолько wild, и вот в этом и есть заключается их сила, которую мы с возрастом теряем, к сожалению. Мы перестаем мечтать. А мечтать это значит, ты теряешь свой потенциал. Потому что я искренне верю в то, что если в твою голову пришла какая-то мечта, значит, у тебя есть потенциал до нее дойти. А, нужно лишь идти к этой мечте, что-то по этому поводу делать. А вот многие люди как будто бы, когда вырастают, начинают сомневаться, там, не знаю, какие-то придумывать себе барьеры, какие-то у них там еще нюансы появляются по жизни. А вот у детишек же такого нету. Они Нет, в космос готовы полететь, класс. и не знаю, все что угодно. И в головку придет, они замки строят, you name it. Они прям искренне живут через сердце. Да, а еще, знаешь, есть же мультик Polar Express, где там, не знаю, видела мультик рождественский, там мальчик теряет веру в Санта-Клауса, и у него колокольчик, и он не слышит колокольчик. Каждый год он слышит колокольчик свой, а в этом году он не слышит колокольчик. И он его в карман кладет, и вот он едет, выходит на улицу и видит, подъехал поезд Polar Express. Ему говорит,
Мгм. Ну, как all aboard, типа, поехали с нами на Северный полюс. Ну, садится там, вот у него там много приключений, и все это время он как бы в таком недоумении даже может сказать, что, типа, это мне снится. Вот он Мгм. проходит всякие там барьеры и так далее. Я не думаю, я не помню, если он видит Санта-Клауса или нет, но каким-то образом через этот сон или явность он вспоминает и начинает верить в Санта-Клауса. И когда он уже просыпается утром, он берет колокольчик и опять его слышит. Да, то есть так, очень интересно. Столько сейчас в голове происходит, когда рассказываю. И уносит меня, и уносит меня. Кстати, вот про этот колокольчик. Мы с тобой как раз хотели поговорить про то, что у каждого из нас есть вот этот внутренний колокольчик, наша внутренняя интуиция, наш внутренний голос, и насколько важно к нему прислушиваться. Мгм. У меня по жизни было очень много опытов, где я из разных побуждений искренне ныряла и доверяла людям. Мгм. И это была тоже часть моего такого урока по жизни, чтобы обрести свой голос, чтобы начать себя слышать. Потому что человек может другой, учитель он твой, проводник, либо просто сосед, либо член твоей семьи, либо просто проходящий человек, может во благо тебе что-то пожелать, посоветовать, но это не факт, что это твоя история, и тебе нужно так вот поступить. А мы часто, особенно если это вот даже учителя, проводники, мы как будто бы очень, ну, по крайней мере, я, очень наивно полностью доверяла этому, и даже в каких-то моментах не задавала вопросов, а их нужно всегда задавать. Мое это или нет? Мгм. Подходит мне эта рубашечка или нет? Хочу я ее одеть или нет? Да, знакома мне очень тема. Такая глубокая тема, не из самых таких вот простых и легких. Мы с тобой часто ее обсуждаем. И насколько важно распознавать свой собственный голос, когда приходят определенные мысли. Вообще мысли — это электромагнитные волны, да, как бы, они везде путешествуют в глубину. Не будем вдаваться, там много видео на YouTube, которые люди могут послушать, но когда приходят мысли, часто мы их слышим своим собственным голосом, и мы в них верим, потому что звучит как бы. А особенно, помнишь, мы с тобой видео смотрели, где он говорит, ам, мысли приходят, и мы такие, да, мы их сразу принимаем за факты, что да, на самом деле так и есть. А потом они еще нам solidification, да, делают. Да. Ну вот и поэтому у тебя вот так вот все в жизни, вот именно поэтому. И ты так, да, да, именно так. Я помню, когда еще, наверное, лет 8-9 назад я начала, когда я вообще начала этот путь, все началось с того, что я встретила коуча, который познакомила меня с Sage University, и там я уже начала слышать информацию, которая не везде была. Но если везде говорили Мгм. вот так, оно так и есть, то там я слышала, что, а может быть и не так. И я начала задумываться, я начала прислушиваться, и на самом деле стала смотреть. И самое первое, что мне приходит в мысль, это вот когда человек переживает, ой, а вдруг вот это произойдет? Ой, а вдруг?
Лучше давай вот не так, а то вдруг. И я начала понимать, что тем самым вот этим «а вдруг» ты, в принципе, и создаешь свою реальность. Ну, если ты переживаешь. Мне вот мама часто говорит: ой, я так за тебя переживаю. Я говорю, не надо. Чего за меня переживать? У меня все хорошо. И вообще, когда ты за меня переживаешь, ты мне отправляешь вот эти переживательские, переживательные мысли и вибрации, и не надо за меня переживать. У меня мой мир, у меня все хорошо, у меня все. Когда я создаю свой мир, я же не, ну, как бы, ну, не такая, что взяла вилку там и себе в глаз начала тыкать, чтобы за меня переживать. Я так иногда думаю. Это в экстрим пошла. А? В экстрим пошла. Да, да, как бы. Поэтому, ну, вот я вот это тоже, когда у нас недавно тоже тинейджер наша, подросток, тоже уехала, там не сказала, куда поехала, и все, у всех началась паника, а вдруг, а что будет? Я говорю, да ничего не будет. Ничего не будет. Вот если будете сейчас сидеть и говорить, а что будет, вот и как это, насоздаете, что что-то будет. Ничего не будет, все будет хорошо. Она сходит с своими друзьями, потусуется, а потом вечером вернется и скажет, ой, надо было мне вам сказать. Да, как бы, может быть, это и звучит для кого-то совсем-совсем глупо, может быть, это звучит, как будто бы меня надо отправить куда-нибудь подальше, знаешь, но оно на самом деле, мы творим сами свою жизнь, как такую, какая она есть. Но когда начинают вот эти волны приходить, радио, да, постоянно работает, ты себя особо и не слышишь. Несколько дней назад ты мне сказала, слушай себя. Я вот уже несколько дней хожу, такая думаю, так, а какой из них вообще мой голос? Они все звучат одинаково. Голос-то один и тот же. Знаешь, я вот сейчас, когда смотрю разных людей, которые, так скажем, вещают, да, какие-то вещи в пространстве, я всегда теперь больше и ближе, и мне как-то легче соединяться с людьми, во-первых, которые говорят о том, что я не хочу, чтобы ты со мной там 15 лет был, да, то есть это не моя задача. Моя задача, чтобы ты встал на свои ножки и сам пошел. То есть, чтобы ты нашел вот свое core, свою истину, свою, вот этот свой стержень, и чтобы ты сам пошел и как бы строить свой мир. И вот я как-то теперь начала через вот эту призму смотреть, и вот такие люди мне откликаются, если попадаются в моем поле. Поэтому как бы я до этого дошла, прошла достаточно длительный путь и разные истории. Вот. А так как я еще эмпат, а, то мне вообще частенько бывает тяжело. И я иногда забываю, начинаю попадать вот в это просак, начинаю присваивать себе чужие имя, вернее, чужие мысли, ловить эти радиоволны, потом начинаю в это играть, потом, боже мой, Настя, это вообще не твое, убери. И вот это даже как бы вопрос задавать себе, мое это не мое, откуда это пришло, это вот прям, как сказать, должно быть ежедневная история, вот ежеминутная. То есть иногда ты четко чувствуешь, что вот чистая информация пришла, и там, кстати, вот интересная вещь, сейчас мне пришло сознание. Потому что когда приходит чистые знания, в моем опыте, у тебя даже не стоит вопроса про то, что стоит ли задать вопрос или нет. Там как будто вот настолько они истина, что ты даже не идешь. А если тебе начинает казаться, это как мы с моей Мариолькой вывели такую, моя подружка Мариоля, вывели такую формулу, что если что-то кажется, значит это не просто так. Значит, нужно всегда углубиться и посмотреть, откуда это, что это, почему ты так ощущаешь, и стоит ли вообще заходить в эту историю. И вот еще
на этой неделе мне как-то очень сильно начала откликаться история про то, что у каждого человека вообще абсолютно своя реальность. Вот настолько, я даже не знаю, как это передать словами. Мы как будто все живем в одном мире, но у каждого свой мир. То есть каждый смотрит через свою призму, через свой вектор событий, опыта. И это настолько разные миры иногда, что для них достаточно часто, что ты просто удивляешься. И как ты говорила, это очень важно всегда помнить, что ты создаешь свою реальность. Не надевай на себя башечки, которые там ты с кем-то разговариваешь под документом, и человек вот решил, что смотри, у меня там был такой опыт, и мы должны сделать так. А ты даже не задумался и не проверил, тебе это комфортно, некомфортно. Правильный ли это подход или неправильный подход. О, сейчас затронула тему сейчас. Меня понесло. Я поняла, я поэтому останавливаюсь, передаю тебе, потому что я вижу, что ты готова словить этот мяч. Давай. Я прям прочувствовала в своих этих, в бедрах, аж то, что пришло сейчас. Танцевать захотелось. Ты знаешь, мы недавно тут, наверное, дня 4 назад с моим мужчиной обсуждали родительство. Ну, что значит быть родителем и какая все-таки у нас задача как родителей. И одно понятно, да, что родитель, ну, даже если кто-то напишет manual, как растить детей, он все равно не подойдет, потому что каждый из нас настолько уникальный. И у меня подход очень странный к детям. Я считаю, что ругать их нельзя, наказывать тоже нельзя, а показывать факты того, что они делают и какой результат. Вот, вот ты сделала вот так, вот этот результат. Когда ты делаешь вот так, вот такой результат. Пример. Один день у нас тут было все прям вот в полной гармонии. Мы все вместе убирались, потом мы все вместе поехали в одно место, потом в другое место. И у нас 8 часов просто проплыли, как будто бы мы на одной волне, на одном дыхании, все вчетвером. Я, он и дети. И все такие счастливые были, кушать приготовили, да, такой прекрасный день у нас был. Другой день у нас был, когда дочка пришла там на работе, кто-то обидел, такая обиженная пришла, вся расстроенная. Мужчина пришел тоже там уставший ужасно. И все пришли, и в доме такая вот немножко как не буря, а пасмурно в доме. Прям чувствуется, Мгм. что пасмурно. И в конце, когда день закончился, я говорю, а вы заметили разницу погоды в доме между вчера и позавчера? Вчера было пасмурно, все такие эти. Позавчера, как на одной волне, да, заметили, да. Я говорю, как интересно. Да? Я же хитрая коуч. Я говорю, как интересно. И все. И я просто, то есть у меня такой подход. Я подсвечиваю то, что происходит. Я не сказала, что вчера было плохо, что было пасмурно, и не сказала, что позавчера было хорошо, потому что было солнечно. А просто спросила, я говорю, какой день больше понравился? Они позавчера больше Мгм. понравился. Что именно понравилось? Ну, вот все были счастливые, там это, то, как magic какой-то определенный был. Окей, хорошо. Все, я не показываю, не толкаю, я не манипулирую, ничего. Я просто... И когда, например, какие-то идут нарушения, да, есть определенные правила в доме, если идет нарушение, то я это нарушение а, тоже не наказываю. Я просто говорю, вот, а почему именно нарушила правила? Какие были намерения, да, для чего? Какие были мысли? Может быть, что-то непонятно в правилах, может быть, это вообще не для тебя, да, как бы мне становится интересно. Вот. А мой мужчина, он не согласен с этим подходом.
И он говорит, так надо наказывать, надо это, надо то, и третье, четвертое. Я говорю, ну, давай посмотрим на прошлое. Вот нас с тобой наказывали. И что? Вот зато мы вышли такие сильные, такие этот. Я говорю, да, а кто может сказать, что они не будут такими? А вдруг они еще сильнее будут? А вдруг они будут счастливее? А вдруг они это? Нет, такого не может быть. Посмотри, вот те дети, за которыми родители не смотрят, они, наоборот, проблемные. Я говорю, так ты сравниваешь людей, которые родители, у которых родителей нет вообще. И так, ну, так у них же, когда у них нет родителей, у них же определенная история есть. Я никому не нужен, меня никто не любит, поэтому я себя веду. Здесь же другой вариант. Здесь рядом мама, но мама не ругает, а она просто показывает, когда вот это, когда вот это, вот это. Дед, я с тобой не согласен, да? И вот просто до сих пор танцую, смотри, это. Насколько мне стала интересна эта теория, потому что ведь никто не знает ответа на этот вопрос. И потом я в конце концов ему сказала, ты знаешь, я не пытаюсь выиграть медаль самой лучшей мамы или самого лучшего родителя, потому что я знаю, что наша роль как родители– это просто испортить наших детей, чтобы они нашли путь к очищению собственного. Ну, примерно я так это вижу. Ну, это не значит, что я права, как бы. Это просто мой взгляд на мир. Вот. Вот, вот так я думаю. Сама балдею себя. Но на самом деле, как бы, когда люди, в принципе, начинают сравнивать себя, это опять же возвращается к вопросу о том, что а где этот стандарт, кто его установил? Мы все абсолютно разные. Вот ты, когда зайдешь даже в разные 10 семей, ты поймешь, что в каждой семье свои устои, свои правила, своя энергия. Дети не рождаются с одним и тем же темпераментом, не знаю, хобби, какими-то привычками, еще какими-то нюансами, моментами, энергией. Это настолько живой организм, что там, в принципе, не может быть какого-то стандарта. И, знаешь, я в одной из церемоний с сакральными растениями, боже мой, это было так божественно, это было в Бразилии, на берегу океана, там просто невероятно. И я осознала какую-то такую глубинную мысль о том, что нужно детям. Вот именно в тот момент я это проживала в себе, потому что я как-то до этого очень сильно волновалась, потому что нужно дать образование, нужно дать крышу над головой, там, еду, ну, то есть какие-то вот такие очень материальные вещи, но это было в моем мире на тот момент. И это, кстати, пришло из моего опыта. То есть это было построено как результат того, что я пережила. И вот там мне сакральная медицина показала, что детям просто нужна любовь, по сути. Вот окружить любовью, и все. Аллилуйя! Это настолько банально и настолько просто, что это удивляет, ну, как бы искренне Да, удивляет. А да, вот сможет ли сердце подарить вот эту искреннюю любовь ребенку, это другая история. А есть же еще история про то, что сколько нужно ребенку, потому что дети разные, родители разные, мы пришли из разных поколений. Ну, то есть, если так глубинно зайти, опять же, мы возвращаемся к той теме, что у каждого свой мир. И это очень важно уважать миры друг друга. Потому что я уже столько раз сталкивалась с тем, что потому что я изменилась, я как-то была раньше частью какого-то определенного общества. Ну, хотя, если честно, я всегда была немножко out of моего общества. То есть я когда жила в Литве, я закончила учиться и приехала в Англию.
И я проходила немножко другой опыт от моего близкого круга людей, с которыми я выросла. И я когда возвращалась, я их очень хорошо слышала, но они не могли меня услышать. Моя мама тоже меня не могла услышать, потому что она не прошла тот опыт, который я проходила в Англии. И потом, когда она приехала в Англию, она только тогда меня поняла. И вот сейчас тоже как один из примеров, что я в результате своих внутренних трансформаций изменила свое видение мира, оно у меня изменилось. И оно сейчас отличается от очень большого количества людей, с которыми я общалась или общаюсь. И я их слышу, а они меня не слышат. И очень часто идет прям столкновение, потому что, ну, как будто для них это такие, нет, что, нет, нет, не нравится, убери это. Вот. А я говорю, ну, ребят, хорошо, если вы в это не верите, это не значит, что в это нет, это мой мир. И вот тут главное уважать. Я вот прям, потому что я проживаю этот момент, я понимаю, как это быть на другом конце этой всей ситуации. И я прям как-то внутри у меня это очень сильно выросло. Вот это уважение к миру другого человека. Да, да, да. А, ты знаешь, вот такие золотые слова, потому что когда человек видит только через свой мир, он на самом деле слепой становится. Потому что он особенно начинает: нет, нет, посмотри, я же тебе сказала вот так вот. И, ну, как бы ты смотришь и думаешь, а я по-другому вижу. Или тогда человек начинает соглашаться, да, хоть и не видишь, говоришь, ну да, наверное, так оно и есть. Или же ты говоришь, странно, почему они не видят? Я как-то преподавала в классе 11-летних или 12-леток. Я преподавала им один из наших инструментов общения. И когда я пришла, я вспомнила одно занятие, которое мы делали. Сейчас пытаюсь найти, где это взять. Вот, я взяла палочку, и на палочку... нет, у них уже была такая sign, знак такой. Она была на палочке. С одной стороны было все белое, а с другой стороны было stop sign. И я вот так вот поставила эту stop sign и поставила двух детей. Я говорю, расскажи ей, что ты видишь. Представьте, что вы в первый раз это видите. Расскажи ей, что ты видишь. Она говорит, ну, красный, красный там, hexagon, на нем написано stop sign. Я говорю, а ты то же самое видишь? Нет. Расскажи ей, что ты видишь. А я вижу белый hexagon. Я говорю, ну все, давайте, докажите друг другу, что вы видите. И вот они вдвоем, давай. Им так и весело стало, что я им позволила ругаться. Они давай все ругаться. Тут весь класс такой кричит. И мы наблюдаем. А учительница сидит так, смотрит, 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 смотрит. Ей самой стало интересно. Я говорю, ну что, ребятки, что? Потом один начал второго тащить. Идем, я тебе просто вот так вот за куртку тянуть, я тебе сейчас покажу. Я говорю, вам знакомо это? Да, да, мы же всегда так в жизни делаем. Я говорю, а кто может помочь в этой ситуации? Встает маленькая девочка, ну, тоже 11 лет, подходит, сначала посмотрела с этой стороны, потом подошла с этой стороны, и она первая. И она, когда начала говорить, у меня прямо по всему телу были мурашки. Она такая говорит, о, не помню детей, имена, о, Баб, ты видишь белый хексагон, а ты знаешь, когда я была там, я видела красную сайн, и на ней было написано «Стоп». Хочешь посмотреть со мной? Он такой, да, да, хочу. И пошел с ней. И он такой, вау! И тут у них пошли переговоры. А тут та девочка вторая говорит, а у вас что? Он говорит, а у него белое, представляешь? И он такой, белое? А я тоже хочу посмотреть. И они пошли. И по всему классу пришла такая гармония. И я потом у детей спрашиваю, ну что вы заметили? Они такие, вау, мы это постоянно делаем в своей жизни. И такие пошли переговоры, такие очень громкие. И учительница просто меня оттащила в сторону. Она говорит,
Вы не представляете, что вы для меня сделали. Вы, говорит, поменяли, как я буду детей этих воспитывать дальше, расти, ну, обучать. Я говорю, ну, пожалуйста. Для меня это просто, знаешь, как, потому что мы это преподаем, а для них же это в первый раз, и для них это было такое, вау, как это так? Вот сейчас рассказываю тебе и думаю, а что я чаще этого не делаю? Ну, такие не преподаю. А я, Да. извини, продолжай. Не-не-не, я закончила. Я просто как раз вспомнила, что я очень любила, я раньше работала в какой-то момент в Лондоне Events Corporate World, организовывала мероприятия, и как бы, у меня там какое-то безумное количество людей я встречала. То есть у нас был очень интенсивный поток, там до 5 мероприятий в день могло быть, нужно было организовывать, и это только один день. Вот. И я всегда очень любила, потому что я, естественно, взаимодействовала с людьми, которые организовывают мероприятия, CEOs, там, AV company, catering, cleaning, engineers, you name it. В общем, security, люди со всего мира, с разными backgrounds, с разным опытом. Вот абсолютно. То, что это еще Лондон, то есть там как бы большой поток иммигрантов. И мне очень нравилось общаться с ними, потому что вот в каждом человеке есть своя история. И я никогда не видела, что не смотрела на людей, как, вот знаешь, вот есть такая история, что там, не знаю, кто-то там выше стоит на ступеньках в его карьере, то есть к нему относятся как-то так, да, кто-то там не такой успешный, к нему немножко другое обращение. У меня как-то в моей системе такого никогда не было, и мне было просто искренне всегда интересно увидеть другой мир человека, вот просто понять, как они взаимодействуют. И мне это тоже по жизни помогало. И я всегда стараюсь смотреть не только через свою призму. Безусловно, есть моменты, когда я просто здесь закрыта, и я такая, так, ничего не вижу, не слышу. Но я искренне стараюсь зайти с другой стороны, понять ситуацию, окей, даже если мне где-то что-то там, может быть, не очень приятный человек сделает, а почему? А почему он это сделал? Вот мне просто даже интересно. И как ты рассказываешь сейчас про то, как ты взаимодействуешь со своими детишками, мне вот этот момент тоже очень как бы откликнулся, когда ты сказала о том, что ты задаешь вопрос, а почему? А почему ты так поступил? Потому что у каждого человечка там в голове какие-то свои причины, и иногда они абсолютно тебе могут быть непонятны. Там может быть какая-то цепочка не связанная, непонятная. И это очень важно туда заглядывать, вот в этот другой мир, чтобы понять причину, корень этого всего. И вообще увидеть другой мир, поинтересоваться. Да, потому что ты же не знаешь, почему человек сделал то, что он сделал. У нас своя история об этом. Вот он так со мной поступил, потому что. А когда ты задаешь вопрос, иногда просто такой, о, даже не мог себе представить, какой ответ может быть. И наше эго, оно приучило нас, как говорится, predict, да, предсказывать. Но раз они так поступили, значит, вот так. То есть я-то знаю, но ничего подобного, ничего мы не знаем. Мы на самом деле ничего не знаем. Мы знаем только со своей точки зрения, с того мира, как бы через наши глаза. А то, что мы видим, это не значит, что, например, у меня самый большой мой пример, который я использую, это когда я была во Флориде, я выходила из океана, ну и вода-то из океана сначала на берег, а потом обратно. А тут я выходила, вроде как вода шла туда, а визуально выглядела, как будто бы она обратно шла. И у меня в голове произошел такой... Я вообще не поняла, где вода, где верх, где низ, где сторона, в какую сторону вода идет, в какую сторону она обратно.
И у меня такой был момент, на несколько секунд меня так выбило из колеи, потому что я не могла понять. Ну, это визуальные трюки постоянные. Есть еще фильм «Люси» называется. А, там момент, когда она объясняет, вот машина едет, 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 чем медленнее едет, тем больше мы ее видим. А когда ускорить движение, и она быстро едет, то уже ее не видно, существует ли машина или нет. Сейчас вообще еще глубже уходим. Наверное, это для следующего раза. Потому что у меня опять башки снесет. Я, кстати, очень хочу посмотреть вторую часть. Я прям ее жду. Я не знаю, кстати, вышла она или нет, но как будто бы должна была уже выйти, потому что мне это очень все откликается. Мне сейчас вообще, если я сейчас это расскажу вслух, ведь подумаю, что я того. Но я рискну, потому что это мой опыт. Мне хочется им делиться. Я, когда была в Коста-Рике в последний раз, там, когда я гуляла по пляжу, я всегда на закат выходила погулять, чтобы быть с природой, с самой собой, отключиться как бы от компьютера, потому что я очень много работала с компьютером. И там было такое вход реки в океан, и он достаточно обрывистый. И иногда в некоторые дни океан, как бы, когда вода подходила к берегу, он был достаточно такой волнистый, ну, то есть большие волны. То есть было тяжело понять, куда тебе наступать, чтобы перейти эту речку. И это уже про взаимодействие с энергией. Сейчас пойдет. И я помню, что я в один день понимаю, что я не вижу. Я вот прям не понимаю, как перейти, а мне хочется. И я стою, поднимаю свои ручки, и внутри себя говорю: так, остановись, пожалуйста, успокойся, успокойся. У меня еще с детства есть такая история, что я помню, когда я немножко переброшусь в тот момент, я в детстве очень много болела. Именно гриппом, ангиной, вот этой всей истории. Но это все связано с тем, что я эмоции свои не выражала, это я сейчас понимаю. Но у меня вот моя карточка докторская, знаешь, вот такая вот, было все про ангину. И в какой-то момент, я помню, папа пригласил, как я теперь понимаю, целителя, и он работал с энергией. И то есть он меня просто очищал, там что-то делал, и в конце он мне показал такую штучку, как энергия в руках, с ней играться. То есть Мгм. это руки вот так делаешь, то есть она разгоняется, а потом ты вот так приближаешь и удаляешь. И ты должен, по идее, чувствовать энергию между рук. И я в детстве с этим играла, и вообще не осознавая, что это. Но это как бы каждый человек может делать. Сейчас у меня как бы получается там и шарики делать большие. Вот у меня энергия сейчас даже поменялась, но прям очень плотнее стала. Ты чувствуешь свою? Мгм. Чувствуешь более, да? Мгм. Да, оно такое. Я иногда делаю шарики, и потом немножко себя запускаю. А у меня как лепешка, Какое оно у тебя? как чебурек. Я, наверное, У голодная. тебя плотное получается. Да, такая вот она заканчивается. А Но она попробуй, красивая. О. ты можешь ее расти, ты можешь ее увеличивать, уменьшать. То есть потом можно делать из нее прям шары энергетические в себя ложить. Еще можно, допустим, у меня бывает такая история, у меня иногда руки трясутся, вот прям я чувствую там такой электрический заряд, что я сначала не знала, что с этим делать. О, растет у тебя, я прям чувствую. Ну, до меня доходит. Вау, Попробуй прикольно. теперь себя это положить. Ты это можешь сейчас зафиксировать в очень плотную э, энергосферу Ох, и в себя положить. ой, что Такие слова. Прикольно? вау. Ой, ну вот так вот. Вот, вот так веселимся. А, Да, и я вот иногда так играюсь.
И я в какой-то момент где-то услышала, что мужчина говорит, мужчина кто-то рассказывал, что когда у тебя вот руки, ты прям чувствуешь, что током бьют, это значит, что у тебя энергия просто из тебя выходит. И в эти моменты нужно вот прям опять вот этот процесс сделать и в себя это положить обратно. Ого. Anyways, возвращаясь к истории. И я стою, очень хочу перейти. Я давай, пожалуйста, остановись, мой любимый океан, остановись. А я как бы с океаном такие очень нежные отношения у нас. Вот. И он успокаивается. Он успокаивается, я перехожу через эту речку, потом такая поворачиваюсь, он начинает заново, ну, то есть начинает увеличиваться волн. И я такая, подожди-ка, это я что ли сделала? И пошла дальше. Да. Сама себе не поверю. Но это так всегда получается. Я уверена, что тебе тоже это знакомо ощущение, когда ты такой, серьезно, наверное, мне просто повезло. И потом я так раза 3, 4, 5 сделала, это, нет, это однозначно я. Это мне реально получается через энергию взаимодействовать с полем и успокаивать его. Ты знаешь, ведь это не выдумка. Если человеку хочется больше об этом узнать, вы можете немножко посмотреть в интернете. Есть квантовая физика, как она работает вообще. Есть прям объяснение о том, как это работает. А также объясняется биология. Есть парнишка, которого зовут Майкл Левин. Он объясняет, как в теле наши биологические клетки общаются друг с другом, да, то есть мы не придумываем это, мы просто проживаем это. Мы не выдумываем ничего, мы просто вот реально проживаем и делимся с вами. И когда вот сейчас мы делали этот шарик, да, когда ты сказала, положи в себе, у меня руки сразу пошли вниз живота. Да, без выбора, без ничего. Они просто вот как магнитом сразу пошли. И я по всему телу прочувствовала goosebumps. Я такого, сейчас что-то новое я узнала сегодня. Я до этого делала, когда я беру определенные семинары, там в Испании, когда мы ездим, мы часто вот с энергией рук, но мы что делаем? Мы никогда себе это не делаем, мы заряжаем руки и потом делаем массаж друг другу, когда мы в классах, чтобы делиться вот этой позитивной энергией, healing, да, отцеляющей энергией и так далее. А вот так вот в себя у меня еще ну как, я как бы еще не делала это, поэтому сейчас прочувствовала такого, поняла, что про электричество, про которое мы говорим, я его сейчас прочувствовала. Да, мы с тобой вообще, я с тобой очень много изучаю для себя, распознаю. Мы только друга узнаем, друг другу подсвечиваем. Мне кажется, в этом и есть красота, вот именно общения искреннего, чистого. И тоже момент, где ты делишься знаниями вот, безгранично, потому что на самом деле это никому не принадлежит. Ну, как бы это просто у нас загружается какие-то потоки информации, но у нас общее считается, что вот это мое, нельзя ни с кем делиться, и я ну, как бы по разным причинам люди делают какие-то несовместимые с моей реальностью вещи, там запрещают даже передавать сакральные знания, и ты там должен какие-то ну, очень неприятные вещи делать, не хочется туда погружаться. Я считаю, что это неправильно. То есть, если у тебя есть поток, и ты встретил человека, и у вас есть вот это органическое как бы, взаимодействие, то это важно передавать от сердца, души. И чем больше людей будут просвещаться, просыпаться, будут становиться счастливее, поднимать вибрации в нашем мире, тем это во благо всем. 100%. Больше любви детям. Для меня всегда почему-то это уходит. Я вот чем старше мои дети становятся, тем больше я понимаю, как они как этот криптонайт по, по-русски.
Скажи. Ам, Э, я даже не ну, знаю. для тех, Сейчас кто мне не знает, приходит, вернее, слово. фильм «Супермен», и когда Супермен был рядом с Криптонайт, это такая зеленая вещь, он становился слабым. И вот для меня это мои дети, это мои Криптонайт. Когда касается их, я просто вот становлюсь очень слабенькой, и мне хочется весь мир просто сделать легче, светлее, приятнее, чтобы им было, а, наверное, легче жить, более гармонично жить. Вот. Ну, по крайней мере, нам нужно постараться, чтобы не хуже это было. Да, А мне вот еще, когда ты этот момент рассказывал, безусловно, детишки это важно, это свет, они вообще такую красоту приносят в наш мир, просто их даже улыбочка, как заряжает их энергия. Но я тоже считаю, что нужно стараться для себя, для своего внутреннего мира, чтобы вот этот человечек был счастлив. Как бы это, наверное, самая есть сложная задача. Вот начать здесь. Вот зайти сюда и быть честным, откровенным, смелым, и начать делать какие-то трансформации вот здесь у себя в мире. Потому что я знаю, что я раньше, ну, у меня просто как бы такое, наверное, большое сердце. Я всем любила помогать, а вот сюда не заходила. Но, видимо, было страшно. Вот. Но в какой-то момент пришло время, и потом меня засосало в этот шторм, ураган. И я теперь понимаю, что вот это главное создание в моей жизни — это я. И мы, кстати, вот вчера разговаривали про эту историю, про то, что одно из самых таких основных осознаний — это про то, что если у тебя нет ресурса, если у тебя нет здоровья, то ты, в принципе, никому не можешь подарить ничего. Поэтому вот себя, любимого, родного, нужно прямо беречь. И всегда вот он просыпаться и задать вопрос, а что, вот как я могу себе сейчас в этот день, что мне нужно, что я хочу, да, что мое сердечко хочет. да. У меня, наверное, все-таки такой процесс, что я уже нашла это в себе. Я знаю, как туда зайти, как там находиться, как там танцевать. И такой, наверное, все-таки пришел момент, когда мне уже хочется этим делиться. И поскольку самые близкие это малыши, и тем более девочки, мальчик, он у меня очень сам по себе глубокий, он постоянно изучает, вот, копается, он очень любит читать, он столько перечитал этих книг и все, да, то есть и если я пытаюсь с ним поделиться чем-то, он говорит: мама, у тебя свой процесс, у меня свой процесс, не мешай. Я говорю: без проблем, не мешаю. Ну, ему уже 24, поэтому как бы да, он на самом деле свой процесс. А Да. малые пока еще не знают этот процесс, поэтому я не учу, а делюсь. Просто делюсь как можно чаще. И на самом деле иногда пытаюсь все-таки их оградить от таких неприятных моментов. Но, может быть, даже это неправильно, я не знаю. Как-нибудь узнаю, как-нибудь придет мне ответ. Внутренне все равно хочется защитить. Ну, безусловно, это лежит в нашей основе, как матерей, Да, защитить свой род, защитить свое дитя. Это прям basic пирамиды Маслова, поэтому это да, естественный точно. процесс. Вот. Кстати, про детей я хотела сказать, что сначала хотела сказать, видишь, как вот сейчас у нас произошел такой момент, что я как будто бы подумала, что я не подумала, я даже туда не пошла, если честно. Ты рассказала свою историю, что ты детишкам отдаешь, да? А я говорю, и надо себе давать. Я такая, а я уже себе отдала. И это вот про два разных мира. Мне кажется, у нас Да, очень был такой классный пример, что да, точно, точно. отыгралась. Да, я раньше, да, я прям вот, у меня было такое, лишь бы всем, 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 но к себе не заходить. А потом у меня пришел момент, когда я начала просто
себя целить, исцелять и так далее, и поняла, что я туда могу зайти в любой момент, оно мне доступно. Как-то вот, когда ты открываешь уже канал этот, когда знаешь, как себя а, take care of yourself, да, как за собой смотреть, как обхаживать себя. Когда ты этот канал однажды открываешь, ты уже знаешь, как туда заходить. И туда можешь заходить в любое время. И я захожу, да, какие-то медитации, какие-то определенные традиции. Мы, кстати, недавно что-то смотрели вместе с Дэном, и там рассказывал мужчина про традиции, и как вот эти ancient традиции, старые вот эти вот древние традиции, они же были созданы самыми мудрыми в наших обществах. И эти мудрости, они были закреплены в традициях. И поэтому есть определенные ритуалы, которые ты делаешь, которые тебе предоставляют доступ опять к этой мудрости, включая медитации, какие-то определенные, я не знаю, вот раньше, когда я маленькая была, бабушка там зажигала какую-то такую веточку и везде делала дым, и я такая, фу, что за что бабушка опять навоняла в доме. А сейчас я сама хожу, как эта бабушка, когда чищу поле определенное. Да, как бы иногда смеюсь. И на самом деле вот эти вот определенные ритуалы, они иногда даже возрождаются, сами о себе говорят, потому что как будто бы есть определенный доступ через некоторые frequencies, как, не знаю, как по-русски сказать frequencies. Да, я с тобой согласна. Сейчас древняя мудрость предков прям возвращается к нам, потому что, мне кажется, как общество мы чуть-чуть, ну, вернее, чуть, Чуть-чуть немножко много. Много. отдалились от курса, сошли с рельс. И вот нас сейчас потихонечку возвращают, помогают стабилизировать, гармонизировать вибрации, поднять их, и открываются вот эти знания про древние традиции и про ту мудрость, которая была утеряна, к сожалению. Даже вот такие простые вещи, говоришь, как ты говоришь, да, почистить пространство. Я вот пару дней назад, вот у меня просто, я ходила где-то недели две, нужно мне с солью почистить мою входную дверь. Я в жизни этого не делала. Просто где-то услышала, а соль же, мы все знаем, она очищает. То есть я очень часто это использую, там, допустим, если я прихожу из каких-то мест, где очень много людей, мне иногда бывает желание, просто хочу солью всю себя вот так покрыть, чтобы всю энергию из себя убрать. То, что не мое, мне некомфортно, вот как такая история. Или, допустим, украшения покупаю, я всегда ложу их, с которой, ну, как бы, то, что, так скажем, не то, что очищать, это даже больше гармонизировать, приводить в состояние ноль и заряжать уже свои. И я вот пару дней назад, я тебе, по-моему, рассказывала, села и начала чистить свою входную дверь, чтобы убрать из своего пространства все эти энергии, которые, ну, как-то мне мешали или мне некомфортно с ними. Это был очень интересный процесс. А вот раньше у меня такого не было. А вот сейчас оно прям просыпается, и это сознание просто загружается в мое сознание, и там не возникает даже вопроса. И вот многие часто, мне кажется, теряются, и я терялась в плане того, что это где истина? Истина, она та, когда у тебя нет вопросов. У тебя вот просто внутреннее знание, Мгм. что так оно. Да. Ты знаешь, в следующем эфире я бы хотела обсудить, мне почему-то сейчас пришла, обсудить тему, когда энергия, чем выше энергия, тем у тебя также доступ есть еще к низким, и также обратно, да, чем больше люди прочувствуют боль человечества, тем больше у них доступ также есть к свету, к более чистым энергиям. Вот, может быть, мы поговорим про это на следующий выпуск. Давай, почему бы Мгм. нет?
Хорошо. Всем спасибо. А, Ставьте лайки, присоединяйтесь. Subscription, да, как по-русски сказать. Присоединяйтесь, приглашайте своих подруг, которым также эти темы интересны, и пишите нам, если у вас есть какие-то вопросы. Да, делитесь нашим подкастом, делитесь светом, потому что мы искренне стараемся делиться нашим светом, нашим опытом, нашими знаниями какими-то. Если он откликается, то распространяйте этот свет дальше, и мы будем только благодарны в этом процессе. И желаем вам, я скажу от нас двоих, можно? Или Можно, от себя? можно, можно. Уже 8 марта приближается, вот, осталось пару денечков. Мне хочется поздравить каждую женщину, даже не с тем, что с 8 марта, а пожелать ей никогда не забывать, что вы уникальны, вы бриллиант, вы безумно многогранны, и не забывайте про это, никогда не соглашайтесь на меньшее, вы достойны самого лучшего в своей жизни. И об этом важно помнить. Мы часто забываем, мы часто куда-то в поток попадаем, но это, мне кажется, вот прям истина каждой женщины. Вы бриллиант, вы уникальны. И есть люди, которые увидят вашу красоту и оценят. Ваш трайб, ваше общество, ваше сообщество. И не обязательно всем нравится, it's okay. То есть у каждого есть свой мир, у каждого есть своя вселенная, это тоже все прекрасно. Главное, чтобы в вашей вселенной были только те люди, которые вас искренне любят, и которых вы любите, которым вы откликаетесь, которые взаимодействие с которым вы создаете какую-то прям любовь. Пусть побольше будет любви в вашей жизни. Дито, как по-английски говорят. Присоединяйся. Ну что ж, тогда мы прощаемся и до следующего подкаста. Ну что ж, целуем вас. Пока-пока.